Всем привет! Вы на канале в хоккее. Сейчас мы посмотрим обзор матча первого круга чемпионата мира 1969 года между сборными СССР и Чехословакии. После известных событий 1968 года политика подогрела интерес к этому матчу до предела, ведь эта игра была первой встречей на большом турнире данных команд после так называемой Пражской весны, когда в Чехословакию были введены войска. Вы даже не представляете, с каким остервенением выходили на лед хоккеисты сборной Чехословакии против наших игроков. А ведь имена были у обеих команд знатные. У Чехословакии Сухи, Дзурила, Махач, Поспишил, Ярослав и Иржи Холики, Недоманский, игравший без шлема, как и многие другие чехословаки в те времена, а половина в шлемах разного цвета. В СССР играли Харламов, Петров, Михайлов, Рагулин, Старшинов, Якушев, Фирсов, Давыдов и другие, плюс великий тренерский дуэт Чернышов-Тарасов. Матч проходил в Стокгольме. Подпишись, если знаешь об этой жаркой зарубе. На первой же минуте у нас удалился Зимин, и в большинстве Махач решил проверить нашего вратаря Зингера из средней зоны, но Виктор надежен. После эмоционального начала наша сборная забрала шайбу себе. Петров, войдя в зону, оставил шайбу Палладьеву. Тот бросает, но шайба попадает к Харламову. Валерий бросает с острого угла, Михайлов скидывает руки, но шайба не зашла. Харламов играл под 12-м номером здесь. У СССР отложенное удаление. Недоманский выдает шикарный пас Сухи 1 на 1, но Зингер выручает нашу команду. Петров выскакивает со скамейки штрафников. Ярослав Холик отдает пас на Недоманского, и тот бросает мощно сходу в касание, но чуть мимо. И тут же в контратаке Петров обыграл Махача, отдал Харламову. Валерий обыграл соперника и бросал с неудобной, но не забил. Йозеф Аугусто по левому краю входит в нашу зону, бросает из-под защитника. Зингер справляется, но атака не закончена. Поспишил, подхватил шайбу и выдал на убойную позицию под бросок Сухи, а тот попадает шайбой в лицо Старшинову. У Вячеслава Старшинова рассечение. Остается 1,5 минуты до конца первого периода. Вбрасывание в нашей зоне. Аугусто с неудобной откидывает назад, и Сухи мощнейшим броском заряжает в штангу. Повезло нашим. Вновь удаление Петрова. Последняя минута. Чехословаки выводят на бросок от синей Сухи, но шайба пулей прошла мимо. Первый период так и закончился со счетом 0-0 с небольшим территориальным преимуществом Чехословакии. В начале второго периода Петров, удаленный еще в конце первого периода, выходит со скамейки штрафников, и чехословаки отличным розыгрышем выводят на бросок Хорбаты, но Зингер вновь выручает. Махач ошибается в своей зоне. Якушев забирает шайбу и выдает Зимину, но Поспишил заблокировал бросок. Викулов входит в чужую зону, отдает Старшинову. Чехословаки выбивают шайбу прямо под бросок Рагулину, но Дзурила надежен.
Якушев входит с шайбой в зону чехов, оставляет хитро назад еще не сменившемуся Петрову, а Владимир с убойной позицией промазал. На исходе 33-й минуты наши играют втроем против 5 чехословаков. Недоманский бросает сходу, промахивается, но шайба попадает к Ирже Холику. Тот отдает Сухи, который с первого раза попадает в Ярослава Холика, а со второй попытки Сухи вогнал шайбу в наши ворота. 1-0. Посмотрите, как радуются чехи. Ярослав Холик что-то тычет клюшкой Зингеру и после этого бьет над ним по перекладине клюшкой. А Недоманский от злости и радости вместе и вовсе сносит ворота руками намеренно. По рассказам старших игроков, Ярослав Холик был чуть ли не самым вредным игроком у чехов. После этого наши пошли атаковать. Как раз Ярослав Холик удален, и в большинстве это плохо видно на сохранившихся кадрах. Харламов отдает из-за ворот Петрову, но Петров из убойной позиции не забивает. Наши продолжают играть в большинстве, но настырный Сухи заставляет ошибиться Давыдова. Но бросить Давыдов не дал спокойно Сухи и справился. Второй период так и закончился со счетом 1-0 в пользу сборной Чехословакии. В начале третьего периода Ярослав Холик рвется к нашим воротам, но его опережает Зингер, который далеко выкатился из рамки. И после этого на полной скорости Холик въехал в Зингера. В этом моменте они даже немного повздорили. Лученко ошибается в передаче, Недоманский перехватывает шайбу, убегает и бросает, но мимо. На 47-й минуте Сухи на выходе из своей зоны отдает классный пас между двоих Йозефу Черны. Черный не стал делиться шайбой, а сам на скорости обыграл Палладьева и с неудобной стороны забил красивую шайбу. 2-0. Наши в тяжелом положении. Нашим нужно забивать, но вместо атак на чужие ворота наши игроки пропускают контратаку. Капитан Галонко убегает и бросает с убойной позиции, но Зингер оставляет нас в игре. В ответной атаке тут же Харламов прошел чуть ли не всю пятерку, вышел на ударную позицию, но промахнулся. Вскоре происходит смена ворот в третьем периоде, тогда еще менялись. Наши продолжают атаковать, Викулов отдает Мальцеву, Александр убирает на неудобную и бросает, но Дзурила пропускать не собирается. Вновь контратака чехов, Шевчик и Галонко выходят 2 в 1, но Галонко забить не сумел. СССР в большинстве, Харламов отбрасывает назад, и Фирсов с позиции защитника разряжает свою пушку, но чуть-чуть не повезло. Что интересно, Фирсов уже в 69-м году в большинстве выходил 4-м нападающим, а говорили, что это Боуман придумал. Продолжается большинство. Фирсов заходит в зону, отдает Палладьеву, тот бросает в касание, но это хлеб для Дзуриллы.
Один из последних шансов. Фирсов отдает в центр Старшинову, тот бросает с неудобной. На пятачке паника. Мишаков пытается добить тоже с неудобной, но чехословаки стоят стеной. Сборная СССР так и не смогла забросить хотя бы одну шайбу. Дзурило оформил сухарь. И посмотрите, как радуются победе игроки Чехословакии, которые после матча отказались пожать руки нашим игрокам. А вы помните, кто в итоге стал чемпионом мира? И почему в воротах СССР был Зингер, а не Коноваленко? Пишите в комментарии и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить обзор следующего матча. До свидания.